Предлагаю вам простую модель пинеток-ботиночек. Выглядит очень красиво за счет того, что я сделала внизу двухцветные полоски и наверху. Такие полоски можно расположить в любом месте, где вам захочется. Можно впереди, можно сделать сзади. Смотрится очень красиво, освежает. Вот такие ботиночки. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вам простые пинетки-ботиночки. За счет того, что сделаны полоски снизу и сверху, выглядит очень нарядно и очень красиво. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинетку. Немного материала. Для вязания такой модели я взяла пряжу 100% хлопок, 167 метров. Буду крючком вязать номер 2. Здесь предлагает 3. Цвет пряжи очень красивый. Это нежно-фисташковый цвет. Это основной цвет. Начиная от подошвы, заканчивая верхом пинетки. Но так как это очень нежный цвет, мне захотелось его украсить. Я подобрала подходящие по цвету контрастные нитки. Это мулиные. Я когда-то вышивала. Они подойдут тоже для вышивки, так как это будет вышивка. Подобрала два цвета, зеленый и желтый. Для этого мне понадобится игла, чтобы вышивать. Идеальный вариант, когда игла с неострым концом. Крючок номер 2. Этим крючком я буду вязать полностью все свое изделие, начиная от подошвы и заканчивая верхом. Крючок меньшего размера. Этим крючком я прячу остатки пряжи или же использую как себе помощник для поднятия маленьких петель, где очень затянутые петли. Ножницы. Два маркера. Фетровая стелька, это как раз будет между подошвами располагаться. Замерю сразу толщину фетра 2 мм и сразу замерим пинетку 10,5 сантиметра длина, пальчики 5, я беру от края до края, 4, пяточка, высота бортика 2, до платформы я беру, глубина мыса 3, ширина где-то 4,5 и высота полностью изделия до самой подошвы около 6, 5,8 где-то. Вот такие пинетки-ботиночки у меня получились. Я начинаю. Свои ботиночки начинаю вязать с подошвы. Я уже связала 2 подошвы. Мне понадобится на каждое изделие по 2 подошвы. Буду я их располагать внешняя и внутренняя подошва. И между ними будет располагаться фетровая стелечка. Подошвы обе одинаковые. Я их вязала из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Вязание такой подошвы вы можете посмотреть на моем канале. У меня несколько видео. Есть укороченное видео, где только важные моменты. Важный аспект. Подошву начинаю сбоку, поэтому она не симметричная. С начала, когда я начинаю, эта сторона короче, чем другая сторона. Поэтому здесь будет всегда меньшее количество петель и заканчиваю я сбоку. Получается компенсация. По идее, если смотреть, то подошва по петлям, она симметричная. Она абсолютно симметричная. Но так как я начинаю не с пятки, а начинаю сбоку, поэтому вязание само не симметричное. Первый ряд, я его считаю нулевым рядом. Это как раз переход от этой плоскости подошвы на ровно 90 градусов. Я ищу условную середину на пятки, вкалываю крючок. Разворачиваю на изнаночную сторону. Здесь очень хорошо видно. Хвостики я не убираю. Вкалываю в рядом стоящую петлю и получается уголок. Провязываю вместе. Закрепляю. Вторая петля становится первой. Я вкалываю вновь во вторую петлю крючок и в рядом стоящую. Образовывается уголок. Провязываю вместе столбик без накида. Вновь вторая петля будет первой, в рядом стоящую петлю, уголок, провязываю вместе, столбик без накида и так далее. Так мне нужно сформировать полностью весь ряд.
Что происходит за счет этого ряда? Получаются открытые петли. Вот с этой стороны открытые петли и вот с этой стороны. Эти петли будут для вывязывания бортика, а эти петли для того, чтобы соединить две подошвы. Я провяжу этот ряд до конца и покажу вам следующий этап работы. Я провязала нулевой ряд, соединяю его соединительной петлей. Петля подъема, и из этой же петли вывязываю столбик без накида. Теперь я приступаю к вязанию бортика. Бортик будет состоять из 6 рядов. 5 рядов без изменений. В 6-м ряду я буду на мысе убавлять 4 петли. Вот. Я провяжу 5 рядов бортика в высоту и покажу вам следующий этап работы. Бортик почти связан, 5 рядов в высоту я связала и уже начала вязать 6-й ряд. В 6-м ряду появились новые элементы, маркеры. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе участия не принимают. Это значит только центральные 20 петель открытых. Мне осталось немного до маркеров, до первого маркера, так как это все без изменения, столбиками без накида. Снимаю маркер, петлю под маркером провязываю столбиком без накида и со следующей петли буду убавлять. Буду убавлять я раскалывать петлю. Получается брать только переднюю половинку петли. 1 и 2. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Раскалываю петлю, беру только половинку, переднюю половину. И вторая петля точно так же. Провязываю вместе столбик без накида. Я убавила уже 2 петли. Мне осталось еще 2 раза убавить. И провязать до конца, отрезать нить, и бортик будет готов. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Бортик полностью связан. Обратите внимание, за счет убавления происходит закругление. Вот. Видите, смотрится как красиво. Небольшой угол. И вновь маркеры в работе. Я приступаю к передней части пинетки, к мысику. Маркерами отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. 32 петли – это петли для начала мыса, для его увеличения и для продвижения, для того, чтобы удлинить мысик, расстояние. Буду начинать я мыс с 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 петли – это петли для двух сторон. Вот для этой стороны и для увеличения петель. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 за полную петлю. Закрепляю. И из этой же петли вывязываю вновь петлю. Одновременно ввязываю остатки пряжи в вязание. 1, 2, 7 и последние 8. 8 петель начала мыса. Для того, чтобы быть уверенной, что я на середине, я всегда проверяю с другой стороны. Должно быть 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачивая вязание без петли подъема, нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй. 1, 2, 8 и новая петля, образовавшаяся 9. Крючок завожу с лицевой стороны, вкалываю в петлю, подбираю нить, первая соединительная петля. Таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на лицевую сторону, и здесь очень хорошо видно первая петля и вторая. Я буду вязать со второй петли, так как я прибавляю петли для мыса. 1, 2,
9 и 10. Новая петля. Я прибавила уже 2 петли, и мне нужно прибавить еще 2 петли. Они прибавляются аналогичным способом, поэтому я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Потихоньку формируется мыс. Я провязала еще 2 ряда, прибавила 2 петли, и у меня теперь центральные 12 петель. Я теперь больше прибавлять петли на мысе не буду, на ширину, и буду теперь продвигаться до маркеров. Таким же способом провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание. Все по-прежнему. Нитью перекрываю первую петлю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 11 и 12. По-прежнему 12 петель. С другой стороны точно так же. Все по-прежнему первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание, первую петлю пропускаю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 11 и 12. Формируется мысик. Посмотрите как. У меня осталось 6 открытых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я провяжу самостоятельно 2 ряда и покажу вам, когда останутся предпоследние 4 петли. Они вяжутся немножко по-другому, эти ряды. Итак, у меня осталось последние 4 петли. Вяжутся они немножко по-другому. Принцип вязания тот же. Только подхват петли будет не за полную, а за середину. Я буду раскалывать петлю и буду провязывать за заднюю стенку. 1 и 2. Это я делаю для того, чтобы оставить открытые 4 полупетли. Сначала 2 и потом еще 2. Все остальное остается по-прежнему. Начинаю вязание с третьей петли, так как прибавлять я больше не буду. 12 петля. С другой стороны точно так же раскалываю петлю на 2 части, забираю внутреннюю полупетлю, провязываю 2 соединительные петли и также провязываю, начинаю вязать с третьей петли. С этой стороны также образовались полупетельки. 2 последующие петли, 2 последние последующие, провязываются таким же способом. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Мысик готов. Получилось очень хорошо, красиво, несмотря на то, что нитка сама по себе мягкая. Но, тем не менее, красиво. Теперь я буду продолжать вязать высоту и формировать язычок. Язычок я считаю полностью окончание язычка с началом вязания мысика. У меня должно быть составить 24 ряда, или я считаю парами лицевой и изнаночный ряд. Вот, посмотрите, вот эта вот пара. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это получается, я уже половину связала, и ровно такую же половину мне нужно связать еще 12 рядов. Но для язычка мне нужно сделать немножко пошире язычок, поэтому я из первой петли провяжу 2 раза и из последней петли также провяжу 2 раза, для того чтобы у меня для полотна язычка было 14 петель. Язычок у меня прямой, поэтому это вяжется только полотно наверх, туда и обратно, лицевой и изнаночный ряд. После того, как я провяжу все ряды язычка, 12 рядов, я обвяжу его, чтобы он со всех сторон был очень аккуратный, ровненький. Я думаю, в этом сложности нету, это можно сделать самостоятельно, и я это сделаю самостоятельно. Провяжу язычок, покажу вам результат и следующий этап работы. Передняя часть пинетки готова, мыс, язычок. Смотрите, все ровненько, все хорошо. Сложностей здесь, я думаю, никаких не было.
Теперь приступаю к задней части пинетки. Для того, чтобы мне было комфортно, я уберу язычок вовнутрь, чтобы он мне не мешал. Приступаю к вязанию задней части пинетки. Для этого мне понадобятся вот эти вот 4 полупетли, которые я сформировала при вывязывании мысика. Первую петлю я оставлю пока свободной, она мне пока не нужна, и начну вязать со второй полупетли. Закрепляю. И из этой петли вновь формирую петлю. Подтягиваю остаток пряжи. Еще одна полупетля. Вторая и третья. И теперь выхожу на основные петли, я имею в виду на полноценные петли задней части пинетки. Также буду вязать столбиками без накида. Одновременно захватываю и провязываю остатки пряжи. С другой стороны мне точно так же нужно захватить 3 полупетли и оставить свободной последнюю полупетлю. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Провязала первый ряд, оставила последнюю петлю также открытой, еще не в работе. Петля подъема. Разворачиваю вязание, и это у меня уже изнаночный ряд. Все изнаночные ряды, они у меня лицевые, четные, 2, 4, 6. В четных рядах, в изнаночных рядах я буду пропускать с каждой стороны по одной петле. Пропускаю петлю и провязываю следующую петлю. Этим самым я буду делать боковинки ботиночек не прямыми, а со скосами. Вот так вот они. Также вяжу столбиками без накида. С другой стороны предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю провязываю. Высота задней части пинетки, не считая бортика, будет составлять 8 рядов или 4 пары. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. 8 рядов в высоту задней части пинетки связала. Получились скосы за счет убавления в каждом втором ряду или в каждом нечетном ряду. И теперь я хочу вот эти края сделать ровными, так как не у всех мастериц есть люверсы. И чтобы края, дырочки для шнурков были ровными. Вытягиваю нить и пропускаю через эту большую петлю свое изделие. Закрепляю или делаю узелок. И теперь в работу входит самая первая полупетля. Делаю протяжку и обвяжу свое изделие со всех сторон по кругу. Одновременно протяжку ввязываю в вязание. Посчитаем, сколько петель получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь перехожу на другую плоскость. Чтобы не затягивало вязание, так как совсем другая плоскость, я из последней петли, из верхней, провяжу 2 раза. Также обвяжу вязание верхней части пинетки. Вот так. И сформирую с другой стороны, вот с этой, также 9 петель, чтобы была симметрия. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Обвязала 2 стороны и верх задней части пинетки. Нить оставляю с лицевой стороны, разворачиваю вязание на изнаночную сторону. С изнаночной стороны подхватываю последнюю полупетлю и петельку, которую я оставила, вот последняя. Провязываю вместе, но не закрепляю. И сразу буду формировать дырочки для шнурков. Первые 2 петли это столбик без накида. 1 и 2. 2 воздушные петли, это как раз формирую дырочку для шнурка. Пропускаю одну петлю и провязываю в следующую. Промежутки между дырочек для шнурков будет 2 столбика без накида. И вновь 2 воздушные петли, пропускаю петлю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, это третья петля, пропускаю петлю и выхожу на вершину. Я сформировала 3 петельки. Вот они. Также провяжу вверх задней части
ботиночка. Также столбиками без накида. Так как я делаю ряды с лицевой и с изнаночной, рисунок у меня не меняется. Вот, посмотрите. Я провяжу до конца, сформирую 3 дырочки для шнурка. Обратите внимание, что первые 2 петли это были 2 столбика без накида. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Сформировала с 2 сторон дырочки для шнурков, теперь мне их нужно укрепить. Вновь разворачиваю вязание, вытянутая петелька последняя. Так как у меня уже нет свободных петель, я буду использовать вот эту первую полупетлю, которая уже была в работе. Подхватываю петельку, затягиваю, провязываю вместе. Не закрепляю, начинаю укреплять дырочки для шнурков. Первые 2 петли столбики без накида. Первая дырочка в арочку, 2 столбика без накида. Промежутки между петельками, 2 столбика без накида и так далее. И последняя петля, 2 столбика без накида. Также провязываю вверх пинетки. Посмотрите, что у меня получилось. У меня получились хорошие ровные дырочки для шнурков. Если вы считаете, что они великоватые, то можно сделать или одну воздушную петлю, или 2 очень тугие воздушные петельки. Выбор за вами. Все зависит от того, какой шнурок вы будете использовать. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Обвязала с 2 сторон и вновь вытянутая петля. Разворачиваю вновь изделие на изнаночную сторону. И вот с этой стороны петля, которую мы использовали, также буду использовать, подтягиваю петельку, которую я сформировала последнюю, провязываю вместе. И теперь последний заключительный этап работы, вывязывание верхней части пинетки, это укрепление канта, увеличение его. Ну и с дизайнерской точки зрения, если это будет другим цветом. Буду это делать соединительными петлями средней величины, не очень затягивать, но и не очень свободными. Так как вязание еще новое, петли еще не растянулись, поэтому они растянутся потом в процессе носки до нужной длины, которую вы сформируете, и вязание уже больше растягиваться не будет. Малыш из ботиночка выпадывать не будет. Так как я делаю с изнаночной стороны, то соединительные петли ложатся с изнаночной стороны, а с внешней стороны, с лицевой, вот такие вот полосочки симпатичные. Их не видно, так как пряжа одного и того же цвета, но если сделать другим цветом, то это уже будет как двойное значение укрепления канта и дизайнерская часть. Теперь посмотрите, какой толщины стали края. Здесь я уже начала, здесь еще нет. Видите? Это тоже очень хорошо. Я провяжу этот ряд до конца, отрежу нить, закрою ее, и верхняя часть пинетки будет готова. Я покажу вам следующий этап работы. Ну вот, ботиночек готов сверху. Теперь мне нужно внутри все остатки пряжи отрезать, чтобы потом было легче. Нигде не зацеплялась, нигде ничего не мешало. Готово. Выворачиваю вновь на лицевую сторону. Дырочки для шнурков. Их можно использовать таким способом, как я сейчас уже сделала, без люверсов. Очень крепкие. Они имеют двойную прочность в том, что мы их уже обвязали и плюс еще провели укрепляющий кант полностью края. Я вам покажу, как я устанавливаю люверсы. Люверсы у меня на 4 миллиметра. Если приглядеться, то вот на самом краю у них рисочки. И при придавливании они разбегаются в разные стороны. Устанавливаю люверс таким образом, чтобы он полностью вошел в изделие вовнутрь, вот в дырочку, чтобы нигде ничего не мешало. Для люверсов такого размера требуются щипцы, вот именно под такой размер, под 4. Плоской стороной укладываю на плоскую сторону,
а выпуклой на выпуклую. И хорошо прижимаю. Посмотрите, как они хорошо разбежались в разные стороны, так как у них рисочки уже подготовлены. Это качественные люверсы. При придавливании не деформируются ни щипцы, ни сам люверс. И очень качественные. При использовании таких люверсов они не будут вырывать или рвать шнурок или внутреннюю часть язычка. Если таких люверсов нет, то лучше оставить открытые петельки, вот дырочки. Смотрится тоже хорошо. В данной ситуации люверс играет роль красоты, дизайнерскую роль, так как малыш всего будет носить эти пинетки 3-4 месяца, но от силы полгода, в зависимости от размера, который вы свяжете. Поэтому не отчаивайтесь, если у вас люверсов нету. Я вставлю люверсы самостоятельно остаток, покажу вам следующий этап работы. Люверсы вставила, красиво смотрится. Теперь приступаю к вышивке. Идеальный вариант, когда нитки или пряжа другого цвета очень хорошо сочетается с вашим основным цветом. Смотрите, как красиво. Второй вариант — это мулине, а значит, они другого качества по отношению к нити изделия. В этом случае я подбираю пряжу, остатки пряжи мулине в данном случае, под толщину моего изделия. Важно, стараюсь, чтобы качество нити, структура была практически одинаковая. Это значит состав пряжи, чтобы был он примерно такой же. Если у меня хлопок 100%, то я и стараюсь взять как украшение для украшения пряжу другого цвета, чтобы это тоже был хлопок. Второй момент. Я подбираю толщину. В данном случае очень легко, так как мулине состоит из тонких ниток и очень удобно добавить. Подбираю толщину точно такую же, как и пряжа, которую я вязала. Это идеальный вариант. Если у вас пряжа чуть-чуть толще и она крученая, как вот эта пряжа, то это хорошо. Если чуть-чуть толще. Если очень толстая, то это будет некрасиво, это будет очень сильно выпуклая. И тонко. Тонко будет рисунок не выпуклый, незаметный и как бы размытый, так как будет доминировать все равно цвет той пряжи, которую вы имеете, а я вышиваю, чтобы как раз закрыть. Поэтому мой совет: или той же толщины нить, или чуть-чуть толще. Будет красиво и объемно смотреться. Теперь приступаю. Первый — это зеленый цвет. Ориентируюсь на той высоте, которой я начала. Это будет вот тут. И буду первой зеленой нитью, первая операция — это крестики. Вышивка крестом. Очень легко делать, так как вязание фактически приспособлено для вышивки. Очень хорошо видно. Крестики я буду делать через дырочку, через раз, чтобы они были с интервалом. Очень просто это делается. Операция это не затруднительно, но если вам не подходит такой вариант, вы можете украсить ваш ботиночек по вашему усмотрению. В данный момент я взяла мулине, так как я уже больше не вышиваю, а качество нити очень хорошее. Мне очень жалко просто так выбросить такую нить, поэтому я придумала вот такой вариант. Посмотрите, как красиво смотрится и как объемно крестики. Уже после того, как я сделаю зеленой нитью, я вышью желтой. Я сначала сделаю весь ряд зелеными крестами, и потом покажу, как я вышиваю желтой нитью. Вышла крестиком вверх и низ. Посмотрите, как красиво смотрится. А теперь второй ботиночек. Посмотрите, какая разница, когда два цвета и когда три. Какое красивое сочетание, когда пряжа подходит к основному цвету. Значит, будем делать желтым цветом. Я подготовила нить желтого цвета. И это будут промежутки между крестиками. Так, еще точку. Хвостик подбираю. И между крестиками будут вот такие полосочки. Здесь уже произвольная форма, вы можете сами решать, как вам вышивать, как это делаю я или по-другому. Главное — результат. Посмотрите, как желтый цвет освежает и нить основного цвета, и нить темно-зеленого цвета. Я вышью это до конца сама, вверх вышью и покажу, как я привязываю вторую подошву вместе с вкладышем.
Ну вот, процесс вышивания завершен. Посмотрите, как красиво получилось. И я уже подготовила вторую подошву и вставочку между подошвами. Это один из последних этапов вязания ботиночка. Теперь приступим. Как я это делаю? Я точку намечаю с точкой другой подошвы. Обязательно обращаю внимание, чтобы подошва была связана лицевой стороной к нам. Пальцем прикладываю, вот наметила ее, положила и пальцем прижимаю две подошвы и намечаю уже крючком. Если вы сомневаетесь, если вы беспокоитесь о том, что будет неровно, то можно это подцепить или же маркерами, или нитками, как-то, чтобы было соединение. Я уже делаю это довольно-таки давно, и у меня это хорошо получается без каких-то помощников, без маркеров и так далее. Провязываю 2 петли двух подошв вместе, и буду это я делать с соединительными петлями с лицевой стороны, получается со стороны ботиночка, не со стороны подошвы, а со стороны ботиночка. Петли соединительные я буду вязать очень-очень свободно, для того, чтобы дать подошве растянуться, чтобы ее не затягивать. Вот так. Провязала немного, а теперь хочу вам показать, какой будет результат. За счет соединительных петель вот эта платформа увеличивается. Посмотрите, как она смотрится красиво. Сверху соединительные петли, а со стороны подошвы вот эти штришочки. Так как это один и тот же цвет, то, соответственно, этих штрихов не видно. На данный момент, так как подошва еще не растянута, вот их видно. Я провяжу вот до этого места после закругления и покажу, как я вставляю фетровую прослоечку и вяжу, закрываю полностью свою подошву. Вот я оставила расстояние для того, чтобы вставить фетр. Крючком убираю все эти хвостики и аккуратненько ее вправляю вовнутрь. Вот так. Теперь буду аккуратненько провязывать дальше уже вместе с фетровой стелечкой. Это несложно. Вот так. Мне осталось совсем немного, я это сделаю самостоятельно и покажу, как я прячу вот эти остатки пряжи. Их должно быть 2, начало. И после окончания подошвы, привязывания подошвы, будет еще один хвостик. И я вам покажу, как я прячу эти остатки пряжи. Полностью подошву всю привязала. И вот остаются последние моменты, когда нужно спрятать вот остатки пряжи. С лицевой, получается, со стороны подошвы подхватываю хвостик, тот, который я сейчас вязала. Это вот я с этой стороны вязала. И вывожу его вновь уже со стороны ботиночка. Загибаю голенище и ищу точку крючком, где выход остатков пряжи. Завожу вовнутрь. Связываю между собой, укрепляю. Делаю 2 узелка. И распределяю по внутренней подошве между подошвой и фетровой стелькой в разные стороны. Остатки пряжи отрезаю, выворачиваю и расправляю. Шнурок я уже связала. На моем канале есть вязание шнурков 2 видов. Это полый шнурок, кругленький, и есть плоский шнурок. Сейчас замерим и посмотрим, какого размера. Примерно 50 сантиметров, 51. Вот так. Пара готова. Красивые ботиночки, которые вяжутся несложно. Но за счет вышивки, прибавления еще 2 цветов, которые великолепно сочетаются с основным цветом ботиночка, смотрится очень красиво. Вяжите в удовольствие, дарите свои подарки своим внукам, детям, племянникам. Мира вам, добра. До свидания, до следующей встречи.